Вы хотели больше нашего быта, вы хотели подводных съемок, вы задавали нам вопросы. Друзья, всем привет! Вы на канале Спецбуксир, и это вторая серия Дзержинского Титаника. В предыдущей серии мы получили от вас множество вопросов. И эту серию я хотел бы начать, ответив на некоторые из них. Итак, первый вопрос, что мы достаем? Достаем мы земснаряд, утонувший около 30 лет назад. Модель, к сожалению, нам неизвестна, потому что вся документация исчезла вместе с Советским Союзом. Для чего мы это достаем? Администрация совместно с предприятием решила облагородить эту часть озера и сделать там пляж. Поэтому этот арт-объект дайвинга необходимо было извлечь и утилизировать. Поэтому для этой работы они наняли нас. Еще вы часто спрашивали, не только под этим роликом, что такое земснаряд. Земснаряд – это плавучее судно, предназначенное для углубления дна и добычи нерудных материалов. В основном это песок. Как он затонул? Ну, к сожалению, очевидцев нам найти не удалось. Существует много разных версий. От версии того, что у него зимой украли кинстоны, какие-то бронзовые заглушки, и потом, когда лед ослаб, он утонул. Были версии от того, что его раздавило льдами. В общем, никто не знает, потому что прошло уже более 30 лет. Очень интересным вопросом был, а не мерзнут ли щи у водолазов? Щи и не только щи у водолазов мерзнут, но что делать, такова у них работа. Ну и, конечно же, часто задаваемым вопросом было, почему мы не используем понтон. Основная наша работа не заключается в подъеме затонувших судов. И понтоны в основном используются для поднятия судна и буксировки его в сухой док. Все равно без лебедок, без тяговых усилий мы бы на берег даже при наличии понтонов его бы не поставили. Да, это бы немножко облегчило подтащить его к берегу, но основной проблемы это бы не решило. И вообще использование понтонов – это не дешевое удовольствие. Один из зрителей нам написал, почему мы не использовали кубовые бочки. С учетом того, что это 400 тонн, это нужно 400 кубовых бочек по 7 тысяч рублей каждая. Это 2 миллиона 800 тысяч рублей только на бочки. И эти бочки при подъеме просто-напросто разорвет, потому что в них надо встраивать клапана. Когда будет бочка подниматься, в ней будет давление расширяться, эта бочка просто-напросто лопнет. Поэтому в данном случае работа с понтонами просто нерентабельна. Если вас еще интересуют какие-либо вопросы, на которые мы можем ответить, пишите их в комментарии к этой серии, пишем слово «вопрос», далее свой вопрос, чтобы мы могли его проще найти. Ну что ж, повоевав зимой и получив от Титаника явный намек, что он сдаваться не собирается, наша команда, залезав раны, нанесенные подводным монстром, а это сломанный кронштейн лебедки, барабан и аутриггер, мы начали подготовку к следующему выезду. Всем привет! Мы начинаем подготовку к очередному выезду на вытаскивание земснаряда, который мы не доделали в прошлом году. Сейчас мы собираем манатки, как говорится, для выезда на продолжение работы. Оригинал, а это тюнинговые. Ага, я понял. Ну давай, выезжай. Дядя Дима. Какой у тебя красивый балласт теперь. Еще мечта вот это. И это мы тебе заменим на красивую. Это фигня полная. А что фигня-то? Я его покрашу. Как раз там краска есть уже, грунт есть. Ну хорошо. Но его надо от песка струить и покрасить. Наш второй поход мы тоже решили начать с осмотра и подготовки. В связи с тем, что льда уже не было, а доставлять к объекту нужно троса, шакла и так далее, встал вопрос о приобретении лодки.
Мы с Михаилом Юрьевичем посмотрели несколько объявлений, выбрали подходящий вариант и поехали осматривать и покупать лодку. Вот такая у нас теперь появилась в арсенале лодочка. Уключенки, ручечки, отсек для шмурдяка, отсек для цепей. Большой отсек для цепей. Лодку забрали. Лодку купили, машины загрузили, прицепы зацепили и выдвинулись в путь. Я Саше звоню, говорю, Саш, ну что-то я как не помню, как ехать. Он говорит, я сам не местный, сейчас, говорит, скину, посмотрю по карте. Первый раз, когда заезжали, нас возил вот там туда куда-то, еще километров 30, блин. Решил посмотреть для начала? Да. Вообще можно в тенек. Ну, как обычно, посерьезнее. Привет. А у нас разве может быть по-другому? А как по-другому? Что, в палатке, что ли? Это не пионеры уже. И кататься как бы в гостиницу отсюда тоже не улыбается. Слушай, она зимой дальше, кажется, была, да? Мне кажется, наоборот, сейчас дальше зимой что-то. Ну, вообще прозрачная водичка, да. Сейчас пойдем посмотрим, куда фургон поставить. Вот сюда его загнать. Вот сюда давай поставим вагончик. Да. Какое место? Хорошее место вот здесь. Либо вон. Вот сюда можно загнать. Он сейчас мордой заезжает сюда. Прижимается вот здесь. Вот здесь прижимается. Отцепляем, он вот здесь разворачивается, а шатер вот здесь. И в принципе офигенно. Ход будет отсюда. Чтобы оттуда не заходить. То есть он раз. Ну да, сюда. Вот отсюда здесь проезжает. И сюда. А шатер вот здесь поставим. Да, вот здесь вот можно в теньке его поставить. Он и отсюда, и отсюда. То есть ты сейчас тогда спускайся, пока встань туда. Вот. А смотри, если что, мы вот здесь вот Пашу еще машину поставим, здесь прицеп. И в принципе как бы нормально. Бежать купаться! Бежим купаться! Все! Лето наступило! Я сейчас, друзья, в Германию звонил. У них там +8 и дождь. Давай еще вперед. Хорош. Ровно. Сейчас опустим, будет ровно. Отлично стоит. Ну все. Давай вот так заезжай. О, дядя Сережа. Конкурирующие фирмы. Здрасте. Вам нужна помощь? Мы рядом. Ну да. Ну что, Ренат, нормально здесь? Как считаешь? В теньке зашибись. Там эти, как их, комарики. Комарики, главное, чтобы эти лишние. А мы тебя побрызгаем. Мишку уже вытаскивать, Паша? Мишка, да. Мишка решил это. Лодочку сразу туда, дубленочку. Раз. Колесо. Или нет? Надеюсь, что нет. Пневмобаллон. Не знаю, как бы. Ну, пневмобаллон, походу, Ну, пневмо. да.
Честно говоря, абсолютно непонятно, почему у нас взорвался пневмобаллон, ведь максимальный вес, который мы возили с прицепом, тонна 800 килограмм. 700 килограмм у нас было в кузове и тонна 100 было в прицепе. Сейчас же у нас всего было 800 килограмм, которые были распределены равномерно. Возможно и скорее всего просто не хватило ходов подвески, ведь буераки там знатные. Мы выставили наш прицеп, отцепили его и начали ставить лагерь. Все, можно жить. Разворачивайся, сюда, наверное, подъезжай. Сюда когда-нибудь? Ну да, вот сюда. Генератор где у кого? Генератор все в прицепе. Золотой ключики. Опа-на. Там жарко, ужас как. Да. Баня на колесах. Надо окна открывать, да? Так, входим. Наша доработанная бытовочка. Спальнички, сидушечки. Кулинарный отсек. Откроем пока. Вообще, приобретение этого прицепа было неоднозначным решением. Мы рассматривали множество вариантов, одним из которых было приобретение автодома кемпера на базе легкого коммерческого транспорта. Однако этот вариант отпал из-за несоответствия нашим требованиям по проходимости в условиях бездорожья. Вторым же нашим вариантом к рассмотрению это было приобретение автодома на шасси повышенной проходимости КАМАЗ, Урал или Унимог. Но и эти варианты нам тоже не подходили по причинам либо высокой стоимости, либо неудовлетворительного технического состояния, а также больших финансовых вложений в будущем. Страховка, транспортный налог, водитель и так далее. В результате долгих поисков на Авито мы решили пойти по самому бюджетному пути. Но он, тем не менее, оказался самым оптимальным и полностью отвечающим нашим требованиям. С помощью Авито мы нашли и приобрели недорогой Кунг, который впоследствии модернизировали под свои нужды. Установили спальные места, установили систему хранения и кухню, поставили кондиционер, сейчас модернизируем систему отопления. Позже, если хотите, мы сделаем подробный обзор на наш мобильный домик. Многим известно про проект Авито Автотеку. Теперь в Автотеке можно проверять грузовики. Открываем Авито, заходим в раздел «Транспорт», выбираем грузовики и спецтехника. Вводим, к примеру, Volvo FH. Есть много объявлений. Здесь, кстати, сразу можно посмотреть, в наличии автомобиль или под заказ. Вот неплохой вариант. Volvo FH с высокой кабиной и колесной формулой 6х4. Задняя тележка с бортовыми редукторами, что говорит о повышенной грузоподъемности. Проверю его сразу в Автотеке. С отчета видим, что транспорт юридически чистый. Нет ограничений в регистрации, в залоге и розыске также не числится. Посмотрим, что дальше можно проверить по Автотеке. Видим, что было 3 владельца. Один из них юридическое лицо, что в общем-то стандартная ситуация. Тягач 2 раза был в ДТП. Видим, что ДТП было в 2015 году, и как раз по нему все рассчитывали под ремонт. Было заменено лобовое стекло, защитная накладка, крыло, также красился бампер и крыло. Итоговый расчет стоимости ремонта составил 10-20 тысяч рублей. История эксплуатации прозрачная, все ТО проходили вовремя. По графику пробега видно, что он нарастал плавно, последнее показание 546 542 километра. Так что если для вас актуальна покупка грузовика, то знайте, Авито станет незаменимым помощником в поиске, так как имеется большой выбор по всей России. Переходите по ссылке в описании и не забывайте проверять грузовики по Автотеке перед осмотром и покупкой. Давай сейчас туда, Ренат, куда? Туда выносим. Налево. А мы куда ее несем? Ее можно сейчас перекантануть, как бы опускайте вниз, как бы. Подними это, отходим от прицепа. Блин, нифига себе, это береза. Да это... Куда вы пошли-то? Клади на борт. Кантуем ее и все. Лови там. Все. Это наш скарб.
весь подготовленный мангальчик. Возьмите? Не, мотор достался, как всегда. Одинаково. Автомобиль, а не мотор. Давай, Серег, заводи. Глаза под лоб. Так. Заслонка. Так. Глушилку только заводил. Понял? Агрегат. Так, я его выкатываю. Все наше. Вытаскивай из-под компрессора. Все. О, Арбайтен. Арбайтен. Зашибись. Порезались. Так. Опа. Андрей, принимай посуду. Подожди. Посуду. Серега, принимай. И вниз туда ее направляй. Здесь у нас холодильник, микроволновая печь, кондиционер. Вот так. Все. Теперь можно как-то его включить. О, холодная пошла. Все? Как ты говоришь? С приездом? Приездом, давай, можно. Не, можно, потом, давай, можно, потом с приездом, давай. Сетку охладить там туда. Можно, давай, с приездом, давай. Потом давай. И получилось развернуться, уехать, да? Или еще не выпили? Нет, не получилось. Никуда не поедем. У нас машин словно мы не можем. Ну что, гулять так гулять. Слышь, Михаил Юрьевич, Саша завтра приедет, в обморок упадет. Давай перевернем в ту сторону, чтобы было. Я так и знал, я так и знал, что доковыряется до какой-нибудь вот мелочи. А теперь по нему не ходим, все ходят вокруг. Сейчас проверю, подожди. 7 раз ответь. Получается нифиговая табуретка. Крышка. И ты бревнышко готовишь для подвески. Вот это вот нижнее как раз в объем и поедем. Взяли. Снимаем выше, Юга, коротконожки. Да, сюда, налево. Так по ямам не ходи. Она сплавает, все доложит. О, видал, смотри, пошел, торпедой пошел. Тебе, короче, плыть одному. Предупреждать надо. Разбив лагерь, мы решили немножко отдохнуть, покупаться, пожарить шашлычку и лечь спать. Завтра нас ждал новый рабочий день. Готовим завтрак. Владимир Николаевич сварил сосиски. О, ты это, жаловался, что у нас нету зеркала. Помыться, побриться. Кофе. Какая у нас кнопочка? Вот эта? Или вот эта? Не-не-не, нижний. Нормальный вкус. Нормальный вкус? Нормальный. Нормальный вкус. Так, чик.
Кофеек на природе, да из кофемашины. Огнище. Михаил Юрьевич, передавай всем привет. Всем привет. Ты у нас сегодня утром кашеваришь. Да, у нас тут просто кухня началась. Кухня. Кухня. Опаздываем завтрак. Люди голодные. Просто подогрелись. Какой у нас сытный будет завтрак. Ой, вообще. Ну, Доброе утро. доброе утро, господа. Всем привет. Ой, извините. После завтрака к нам приехали водолазы. Далее мы приступили к обсуждению, что нужно посмотреть, что проверить, как изменилось положение дел после зимней нашей работы, не упирается ли он во что-либо и так далее. Так что решили, Миш, кто ныряет вместе с ними? Сейчас пока они сами. Нет, я думаю, сейчас никто не ныряет. Ныряют ребята, делают осмотр. Поднимаются, нам рассказывают. Ага. Если они находят то, что мы сейчас обсудили, что нам нырять? Ну, в данном случае, как бы пока. Надо морально подготовиться. Я понял. Вот. Камеру им даем или ни хрена там не будет видно? Нет, ну почему? Там будет видно. Сейчас они, да, на первое это самое, надо, наверное, дать камеру. Подготовь им камеру. Все готово. Хорошо. Мы снарядили водолазов камерой и отправили к объекту.
После возвращения водолазов мы пошли смотреть, что они там наснимали. Первое, что стало ясно, в общем-то мы так и думали, что там ничего толком не видно, особенно на глубине. Но нам все же удалось отметить для себя несколько точек, где можно протащить цепь. Одной из таких точек является швартовый этого земснаряда. Кому-то может показаться, что эта точка недостаточно надежна, но опытом и временем проверено, что такие точки выдерживают нагрузку от 20 до 50 тонн в зависимости от модели судна или земснаряда. Даже при наличии швартовых количество точек, которые мы обнаружили под водой, не хватило бы для распределения нагрузки, которую мы планировали выдать, а это 500 плюс тонн. И судя по тому, как вел себя «Титаник» зимой, мы решили пропустить несколько канатов вокруг земснаряда. Короче, у нас есть вот такая веревка. Ее метров 150. 100-150. Нет, кто хочет посчитать, сейчас размотаем, посчитаем. И есть вот такой трос, смотри. О. Не, ну 12, наверное. 12, да, по-моему? Да. Вот, есть такой трос. Что делаем? Протаскиваем веревку, где говорили там. В общем, план у нас был такой. Мы берем 12-миллиметровый стальной канат, привязываем к нему с обеих сторон веревку высокопрочную. Водолазы спускаются на дно и пытаются заправить этот стальной канат под днище земснаряда. Мы же, разделившись на две группы, стараемся держать нашу систему в натяжке, чтобы водолазам было удобнее это дело заправлять и чтобы он, конечно, не выскочил из-под земснаряда. Миш, ребята по дну идут, мы с лодки работаем. Да, ну, по дну сначала плывут, а потом... Ну, понятно. Мы сейчас веревку другую в лодку и как бы они этот трос отдаем, а потом веревку на тот берег. Так, привязали к стальному канату веревки и вот, соответственно, протягиваем стальной канат, через который будем заводить большие канаты. Погоди, я не понял, они сейчас внизу трос пихают? Да, они трос засовывают под днище, пытаются. Я так понимаю, что у них это получилось. Или получается. Вы, говорю, можете привязать просто веревку и на лодке можете сюда. А ты по движению веревки чувствуешь движение каната? Нет, пока ничего не чувствую. Что делаешь тогда ты там? Ты либо чувствуй, либо не чувствуй. Сидит, ничего не делает там. Да, сижу. Садитесь. Рацию тебе зачем дали, чтобы вот так орали, да? У меня нету рации. Вася, что ты так? Не в рацию. Потому что у тебя же, я знаю, что у тебя нету рации, поэтому я тебе ору. Юрич, а они какие точки буйками обозначают? Ну, я просил края, либо по периметру, либо по борту, сейчас поставят и расскажут. Я так понимаю, вот этот буек, который это должен быть, наверное, я не знаю, что они там закрепили. Сейчас расскажут. Вот. И вообще я думаю, что нужно, в принципе, буйки на края троса повесить, как бы, чтобы мы понимали, где у нас как бы трос, когда будем перетяжкой заниматься. А у них хватает буйков-то для тросов? По-моему, для тросов мы не оставляли. Ну ладно, сейчас разберемся. Чтоб трос маркернуть буйками, они нам не нужны. Мы на лодке подплывем, подымем трос, как бы, и привяжем буек. Принял, да. У нас тогда будет понимание ее, где начало. А ребята, можно там это самое не выбирать, мы сами потом выберем, притопим эти буйки. Ты что, не понял? Ну ты что, не понял, мне интересно. Ты сейчас к ним хочешь сплавать, поговорить? Да, он хочет забыть, и еще один буек приготовьте, он хочет это на край баржи, чтобы это понимание, конец баржи где был, чтобы зафиксировать. Принято, сейчас буек приготовим. Все, и мы сейчас удочки за закидушки вытащим. А я пошел борщ варить. Ну сейчас туда едем? А я пойду борщ варить. Ребят надо ты покормить. У меня сделаешь задание будет тебе особое. Сейчас они буйки привяжут, нужно буек притопить, чтобы четко как бы не болталось туда-сюда.
А вот я так понял, смотри, Миш, то есть вот ближний к нам это левый борт, дальний от нас это, Длина, ну да. ну примерно, она вот как раз у нас вот так и стоит, как бы по диагонали, как бы. Край и край. Да. Обозначили ее габариты. Вот он наш красавчик обед, борщец. Всем приятного аппетита. И кидай прям без масла, пускай так и жарится. Нет, пусть полежит, пока отдохнет. Она должна отдохнуть немножко. Она устала, плавала целый день. Знаешь, мы ролик выпустим, народ скажет, они работать ездили или что. Так спрашивают же, Обед же. «А как вы обедаете, не обедаете? Вот обедаем, что Бог послал. Погнали? Михаил Юрьевич готовит полдник. Может, точку организуем это, продажи под пивом? Нет, Нет? только для себя. Только для себя. Все, давай, подходим. Приготовь свои вкусовые сосочки мне. Надо масло больше сливать, он сейчас все здесь. Ну, можно салфетку положить. Поближе поднеси. И пошел. Запах передается, я понял. Всем доброе утро. Помашите родственникам. Маме, папе Руки работают. завтрак на улице. На второй день позавтракав мы приступили к выполнению нашего плана «Капкан». Нам необходимо было 12-й трос, который мы завели, протащить максимально близко к земснаряду, для того, чтобы, когда мы будем заводить канаты большого диаметра, они у нас не выскочили из-под него. Для этого мы разделились на две группы на разных берегах, использовали несколько блоков и человеческую тягу. Молодец, Ренат. Рома, лодочник. Нет, паромщик. Упс. А вот и тросик. Тормози. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Да. Ури-ури. Узнай, где у него кнопка! Хорошо идет. Кто? Ну, Тросик? Да. Главное, чтобы он под низ заходил. Ну, это уже. Не наша проблема. Ренат, что руки трясутся? Бухал вчера? Не волнуюсь просто. Стойка. Борода белая. Волнуешься, да? Знаете, можно... Нормально. Все, привяжи. Смотри, можно блок поставить вот на тех березах, чтобы они вот так вдоль ходили, как бы этого берега. И ставим вот здесь вот блок. И ходим вот туда, как бы. И узелки завязать. До какого, да? Бурлаки на Волге. Что, что-нибудь меняется, нет? И вот, изображая пилу «Дружба», смещаясь к центру земснаряда, мы протаскивали его ближе к середине.
Не, ребят, смещается, однозначно смещается. То есть зашел трос под него 100%. Вот он был, образно говоря, вот примерно на этом. Да, 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 да. Березу вот эту, которая вот... У нас было 3 точки с тобой, четко. Вот откуда-то отсюда, где-то вот здесь мы стояли. И когда вставало, у тебя было 3 точки. Береза, буй левый и буй троса. Соответственно, сейчас у нас как ни встань, 3 точки не совпадают. Давай. По земле мы его волочим. Грязный? Муть галимая, да? Ну, вроде нормально. Сейчас мы проверим. Мы сейчас поднимем канат до конца и посмотрим, куда он пришел. Если он пришел в буек, Поднять? да. Подняли его. Где-то вот так. Ну, то есть вот настолько он зашел у нас. Да. Ну смотри, можно. Может, сюда вы доплывете как-нибудь, чтобы это... Или вы уже натянули его? Вот он натянут, ну он еще, вот натянут. Вот. В принципе, даже если завести здесь хотя бы один трос, да, он как раз, как ты вот это самое говоришь, это, за задницу, он может как бы начать сюда, а если трос кинуть вот сюда вот через рубку, ну и вот здесь вот здесь вот где рубка, там стена такая, ну пусть он там нахрен все мнет, это рвет, Да, пусть да. он никуда не денется. И будет здесь 2 конца. Вот так взять его и... Да. Ну вот протаскивают трос большой. И вот туда кидают. Это можно таких 2 штуки. Один туда, один здесь пустить. Вот и все, уже как бы будет связано. Нет, здесь в данном случае, если мы в тяге переборщим, мы его просто расколем, как бы, и все. Он начнет резать, будет лопаться. А будет лопаться, это будет гораздо проще, как бы, с ним работать. Да, если... Не, ну он так сильно, наверное, не разломает. Он все равно как-то и подтянется. Ты понимаешь, он в середине полый. То есть, понимаешь, как бы в данном случае даже любая брешь, которая у него будет пробоина при вытаскивании, с него вода будет стекать как бы быстрее, чем откачивать. Так, мы нашли оба конца каната. И сейчас будет торжественная смычка. А ты нас накренил еще? За что? Нет, я наоборот. О, Серега, про балласт. Да. Понтон. Все, торжественный спуск. Может, еще что-нибудь сделать? Сбрасываем? Чего сделать? А вы буек привязали? А нет, привязаны. А мы не отвязываем. Ну, только один убрать. Отлично. О, Михаил Юрьевич, рыбак у нас. О, щучки, нифига себе. Большие. Че, уха будет? Уха, улов. Ну, будет Плов рыбный? рыбный. А сейчас не надо пока делать. Не надо. Чтобы душок пошел. Ну да, правильно. Как шведы, да? Ну, ты молодец, Юрич. А что вот? Нифига себе, град пошел. Просто чума. Что-то у нас захандрил генератор. О, вышел. Стоп. Не поступал? Ну вот. А, это вы заглушили? Сейчас все обратно. А я испугался, только хотел сказать, что мы починили генератор, а он заглох. Раз, два, три. Елочка, гори! Мы тут немножко подтопли. Там у нас Серега делает плов. Показать? Да. Да,
Серенька, покажи наш вкусный плов. О, красотуля. Сейчас выпарится водичка и будет у нас плов. Из индейки? Из риса. Из риса? То есть без мяса? С мясом. У нас отдельный вид мяса нынче. С этим. Нет, каким душком? Пикантное. Пикантное мясо сегодня. Как сыр. Пахнет. У нас денег нет, машина без крыши, сыр с плесенью, понимаешь? Мясо с душком. Мясо не с душком, пикантное мясо. С кислинкой. С кислинкой. Котлетки с кислинкой. То есть, а мясо-то в самом низу, да? Мяса нету, сказали же рис. Нифига себе. Все, да? Так, это Сережкина, походу, порция. За аппетит, который к нам пришел. Ура! Дзынь-дзынь. В общем, у нас возникла проблема с даджом. У нас бахнул баллон. Сейчас попробуем разобраться. О, Ренатка уже там. Вот он по нему баллон, который фиганул. Вот сюда что ли? А что, фитинга нет, да, получается? Миш, да, фитинга нет. Это у нас вот эта вот фигня бахнула, как бы, да? Такое ощущение, что бахнула сначала вот трубка. Ее надо выкрутить, посмотреть. Ну, потому что там остаток трубки есть. Надо только посмотреть, Он как может она- просто вставляется просто, знаешь, как это, Вот. односторонняя. Но там она заломана, то есть ее надо будет ножичком аккуратненько слышу. Где? Здесь есть 10, инструмент 10 или или даджи 11. только? Здесь нет в этом дадже. А вот здесь вот ящик лежит. Вот так вот ставится. Так подожди, вот это же просто защитный чехол. Это да. А вот это что? Это от облома? Вот да? отсюда. Это пластик. Да. Вообще фу-фу. А как так? Вытащил? Вот, смотри. Надо самый кончик. Видишь, нет? Да. Чё? Самый кончик подрезать надо. Ну, ножик там возьми, подрежь. Давай, может, пассатижем чуть-чуть подровняем, что, потому что В смысле, как подровнять? она сейчас эллипсом чуть-чуть. Че, куда бруски? Она наворачивается, что ли? Нет. Дим, ты бруски принес? Ну да. Белый, Ну как? занятно. Вот, зайди за колесо и вот под рычаг сюда поставить. А, ну у нее стандартная схема обыкновенная. Сейчас, подожди. А, взял? Там только Юрич, Покажи, как ты будешь ставить. вот этой широкой частью, широкой, назад. Ну ты там смотри, у тебя видишь, Должна, я понял. и, класс да, поставить. и вверху, вот под эти две защелки, видишь место. Видишь там? Вижу. Вот стакан. Да, из него дырочка. Он проходит вокруг рамы и выходит вот сюда. Вот сюда А вы ее одевается как стакан. сюда вынесли? А, вытащили ее Вытащили ее на улицу. улицу. Все другой Да, вопрос. да. Высоты руки не хватает? Спуститься туда к тебе, с той стороны? Не поможет ему. Ну, что, упирается, ему упирается. Чуть. Дай камеру. Ничего не видать. Ничего не видать. Смотри, как она вот здесь должна быть. Жопа. Вот так вот где-то, да? Вот так, ага. Должна попасть там куда-то, да? Ну вот эти защелочки, да. Да ну, что, все что ли?
Да я охреневаю, блядь. Мишка, молодец. Что, хочешь сказать вот так просто, без Да, всякого, просто. всякого Вот крепежа? там две пластмасски, такие защелки, Всё, все, щас вот она посмотрим. здесь стоит. Вот. шпеньки. Вот, у меня защелка попала. Ну попала, но она отпусти. Вроде держится. И здесь вот высокая, да, вот Да. это? Ну все, тогда. Все держится. Получается, Все, да. он защелкнулся. То есть там держится, все. Вылезай. Заводи. Хрен знает, ромашка. О, накачал, отщелкнулся. А это попробуй. Дим, сядь, открой окно, попробуй, подними, опусти. Тестируем подвеску. Подъезжай назад, будем цеплять. Еще чуть-чуть, еще прям. Оп! Открывает замок. Все! Починив додж, мы собрали лагерь, погрузили лодку и выдвинулись в обратный путь. В общем, все, что было запланировано на эти 2 дня, мы выполнили. Мы обследовали объект, даже немножко поснимали, предвидя ваши просьбы о подводной съемке. Затащили 12-миллиметровый стальной канат под земснаряд. Далее заказчик своими силами к этому канату привяжет стальные троса большого диаметра и с помощью трактора протащит их под ним. Друзья, ну вот и подошла к концу наша 2-я серия. Надеюсь, она вам тоже зашла. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. И до встречи на канале в 3-й серии. Пока!